Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать касательно метасплава. Видос, можно сказать, по заявкам, много об этом писали, где их найти, как их фармить, ну и так далее, потому что как-никак, для начала метасплава у нас требуется для открытия чуть ли не первого инженера, ну можно сказать даже первого, филисти, форсира, ну и так далее, еще и у техноброкера на различные модули тоже эта штучка нужна. В общем, обо всем подробнее далее, а с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали! Давайте начнем с самого простого способа, который доступен абсолютно каждому, но это будет стоить денег и займет некоторое время, потому что вам нужно будет добраться до определенной точки, хотя каждый из способов потребует времени. В общем, самый простой и первый способ, который я вам рекомендую. Величайшее изобретение в этой игре — Инара. Да, это сайт, но все же великолепная штука, помогает практически во всем. В общем, если не знаете, как сделать ее на русском, спускаетесь вниз, нажимаете русский язык. Все. Проблем никаких. Далее. Нам нужно во вкладке «Новости», мы будем по умолчанию. Выбираем «Товары». После чего выбираем необходимый нам товар. Метасплавы на буковку М означает ищем буковку М, вот наши метасплавы выбираем. Пишем систему, в которой мы находимся, у меня написано Солнечная система наша, то есть система Сол. Прожимаем поиск. И теперь мы видим лучший импорт, спросы, лучшие экспорты, экспорт, поставки, торговые маршруты. Нас интересуют экспорты. Потому что лучший импорт — это где можно продать метасплавы по лучшей цене. Заходим в лучшие экспорты, видим, где купить по лучшей цене. И теперь обращаем внимание, где это дело у нас находится. Это у нас наземные станции, это у нас уже непосредственно флотоносцы. Да, на них тоже это дело есть. Флотоносцы и так далее. Еще очень важный момент. Это у нас, друзья, допустим, ладно, хорошо, расстояние тоже довольно важно. Расстояние, которое вам нужно будет преодолеть, чтобы долететь до звезды, где это дело у нас будет находиться, чтобы купить. Цена покупки не столь важна, потому что их нужно не столько, что и много. Количество, ребята, это довольно важно. Потому что вам, возможно, нужен будет не один. И самое главное, это когда это дело обновлено. 1 день, 2 дня, 3 дня, 3 дня, 11 часов, 13 часов, 10, 6. Лучше сделать так, чтобы было самое свежее. В данном виде мы видим то, что это система Мэйрай, вот такой вот флотоносец, стоимость за которую мы будем покупать и количество, которое мы можем купить. Если вы полетите туда, где цена обновлена, скажем, 3 дня назад, уже там, собственно, может этого дела не быть. Таким вот образом копируем, переходим непосредственно в игру, нажимаем карту галактики. Да, видос, можно сказать, для новичков. Да. Нажимаем, выбираем и отправляемся. Рекомендую обзавестись кораблем с хорошим прыжком. Это можно сделать даже без инженеров, потому что есть FSD-V1. Рекомендую, если совсем уж денег мало, Diamondback Explorer, а дальше Asp Explorer, потом Фантомчик, потом, Конточка, дальше уже все понятно. Летим. Если вдруг не знали, как искать флотоносец, ребята, все очень просто. У него такой же значок, как и на Инаре, таким вот образом отмечен через навигацию. Можете это дело выбрать. Либо, если флотоносцев много, заходите в карту системы, и здесь уже непосредственно его выбираете. Ничего сложного. Собственно, по прилету нам просто нужно, естественно, открыть услуги корабля-носителя, зайти в потребительский рынок и купить. Ищем. Так, торговецкий сенсор. И вижу, вот наши метасплавы. Промышленные материалы. И покупаем, сколько вам нужно. У меня просто, больше не влезает. Это был самый простой способ. Теперь давайте перейдем к тому способу, который, так сказать, для людей, которые, скажем так, не используют сторонние сайты, а делают это все исключительно через игру. Место, где метасплавы, есть всегда. Конечно же, на Инаре показаны другие системы, но здесь, ребята, всегда будет то, что вам нужно, что бы ни происходило. Станция называется Daniel's Progress, как вы видите. И, ребята, она находится в системе Майя, а это далеко. Получается, вторая планета и ее первый спутник. Сама система — это Плеяды, тут обитают торгоиды, как-никак. И находится это примерно, сейчас скажу, в скольких световых годах от Шинки. Если, конечно, прогрузится карта. Прогрузилась. Вот, в общем, наши Плеяды. И вот наша, Шинрар-то где-то здесь, господи. 430 лет. Довольно много для неподготовленного игрока.
Здесь у нас получается такая ситуация. Мы можем купить лишь один метасплав. Вам этого будет достаточно, чтобы открыть Филисти Форсир, но чтобы прям собрать определенное энное количество, которое вам будет необходимо, повторюсь, для техноброкеров, это, конечно, долго. Покупается, если не ошибаюсь, одна за 10 минут. То есть сейчас я ее куплю. И ждем 10 минут. Обратите внимание на время, которое показано в правом верхнем углу. Ну вот, примерно прошло 10 минут, и что мы видим? Заходим в местные услуги, заходим в потребительский рынок. Метасплавы. Можем купить еще одну штучку. И так каждые 10 минут собирать. И вот, пожалуйста, их в размере 2 у меня в грузовом. Но это долго. Конечно же, есть еще один способ. Вот, допустим, относительно недавно вышедшее видео по поводу больших торговецких наростов. Там эти метасплавы можно сшибать, так же, как и кристаллы во время фарма сырьевых материалов. Но они ресаются рандомно. Если не забуду, прикреплю то видео в описании. Пока я подлетаю, есть еще одно местечко. Да, определенная планета в определенной системе. Сейчас я все продемонстрирую. Планета системы Hedex, сектор AQYDB11. Она находится ближе, чем система Майя от Шинрарта. То есть до Шинки у нас примерно 320 лет. И тут вот планета эта находится у третьей звезды. Да, пролететь придется так нормально, 160 тысяч световых лет. Третья звезда, вторая планета, и, как видите, здесь стоят авики. То есть, люди фармят это дело. Проводим подробный сканер поверхности, и у нас появляются сигналы. Торговецкий нарост нам нужен именно второй. Если его не видно, то просто отлетите от планеты и вот таким образом смотрите на различные сигналы. Что-нибудь да покажет, либо сделайте релок. В общем, летим туда. Вот тот самый торговецкий нарост. И нужно посадить корабль где-нибудь, на таком расстоянии, чтобы у вас могла работать более-менее нормально турель. Потому что нам нужно будет их сшибать и собирать. Я на поиске. Найти место, кстати, было довольно нетрудно. Разворачиваем ТРП и едем развлекаться. Сигнал, кстати, показывается. Чтобы было видно, куда ехать, можно выделить цель. И рекомендую все же делать это дело с ночным видением без ближнего либо дальнего света. Поехали. Вот один, вот второй. Материал фосфор, материал углерод. Но это не то. Нам нужны не органические образования, а нам нужны торчащие вот эти вот штукенции. Обломок руды. Смотрим, что подобрали. Метасплавы. Далее. Стреляем глазками и ищем. Такие же выпирающие части. Вот, пожалуйста. И еще один обломок руды, тоже метасплав. Его собираем. После чего, ребята, возвращаемся на корабль, делаем релок. Я сейчас попробую без возвращения на корабль это дело сделать. Да, судя по всему, на корабль можно не возвращаться. Я уже вижу эту штуку. Обломок руды опять-таки. И еще раз обломок руды. Но на корабль все же вам придется вернуться, ребята, потому что, у ТРП лишь только 2 тонны она может перевозить. И таким образом вы можете зафармить, хоть 100 тонн этих метасплавов и поставить их продаваться на флотоносцы, либо использовать их для техноброкеров. Но не забывайте про грузовые стеллажи, друзья. Спасибо за эту наводку, Маюте, парню из топливных крыс. Благодарю. Ты помог не только мне, но и людям, которым это понадобится.
А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Light Dangerous. Там, ребята, их довольно много, контента я завез, ну, наверное, больше всех. Очень много чего рассмотрено, но работы еще предстоит много, потому что Одиссея, наземные миссии, еще и по таргам, еще и по кодексу, дело не в проворот. Плюс, многие видосы я структурировал. Что это означает? В описании вас ждет 21 плейлист. Обзоры кораблей, топы кораблей, реобзоры, вооружения, материалы, данные, стражи, торгоиды, интересные места, наземные миссии, ручные инструменты, ручное вооружение, инженеры, которые еще с Одиссеей, ребята, много чего полезного. Чекайте. Плюс, будут ссылочки на социальные сети, такие как Инстаграм, группа ВК, Дискорд-сервер и Телеграм-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также, в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы касательно совершенно различных игр и искать себе компашку, чтобы поиграть в Warzone, в CS, в Дотку. Вообще не осуждаю, я, как заметили, играю в разные игры как по жанрам, так и по сеттингу. И еще такой момент. Моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть своя система, есть свои космопорты и станции. Мы потихонечку расширяемся. Если хотите в этом поучаствовать, ребята, то вам в Discord там правила, которые нужно соблюдать. Если вы находитесь в эскадрилье, шнуры мы не дергаем, ну и так далее. И пишите, пожалуйста, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.